Всем приветик! Предлагаю связать вместе со мной глазки. Для этого нам понадобится черная, белая и бирюзовая пряжа Vita Coco. И крючок номер 2. Давайте приступим. Как обычно, начинаем с кольца амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Это будет первый ряд. Глазик вяжу произвольно, без схемы. Просто вот фантазия моя. Хочу вам показать, что вы можете экспериментировать, что можете делать на свое усмотрение, придумывая буквально на ходу. Все зависит от вашей игрушечки, от того, какой вам нужен глазик, большой, маленький. Вы можете сделать только один ряд черным, можете сделать не 2, а 3 ряда черным. Экспериментируйте, пробуйте, глазки вяжутся быстро и обязательно будет результат. Провязали первый ряд и во втором ряду давайте сделаем 6 прибавок. То есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. Итого в нашем втором ряду будет 12 петелек. Самое главное это вот глазки вязать. Это просто с хорошее настроение и улыбка. Это 100% проверено. Когда желания нету, глаза не получаются, игрушка грустная, так не делайте. Только при большом желании. Вяжем второй ряд. И последнюю петельку мы закрывать не будем, а сделаем плавный переход на бирюзовый цвет. Берем ниточку и провязываем. И теперь будем вязать столбик без накида, прибавка. Чтобы глазик наш был равномерный, шел на увеличение. Но до конца мы не будем ряда провязывать. Давайте в общей сложности свяжем, например, общее количество петель 12. В ряду 18 было бы петель, если бы мы вязали столбик без накида, прибавка. Мы сделаем 12. Провязали 12 петелек. И давайте снова не будем закрывать последнюю петельку, а сделаем такой же плавный переход на белый цвет. Переворачиваем вязание и вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Это будет равномерно. И наш глазик не будет стянут. Прибавочки обязательно нам нужны. Так. Будем мы вязать так по голубому цвету, по голубой окантовке. По черному мы уже не вяжем, оставив зрачок таким, какой он есть. Довязываем до конца. И вот мы никакие ниточки не обрезали. Мы берем нашу черную и выводим ее. Переворачиваем снова вязание. И теперь это уже будет просто обвязка. Окантовочка нашего глазика. Делаем петлю подъема и провязываем просто столбиками без накида. Уже не будем делать прибавочки. Это будет обвязка. Вы можете обвязать до конца.
белой окантовки, а можете сделать на половинку, либо чуть больше. Вот, я думаю, этого будет достаточно. Вот эту часть мы обвязывать не будем. Теперь обрезаем все наши ниточки. Черную и голубую можно оставить короткими, а белые оставляйте подлиннее. Мы будем делать блики, чтобы глазик был наш более выразительный. Вот такого кусочка будет достаточно. Эти все ниточки выводим на другую сторону с помощью крючочка. Их можно между собой связать, и нам больше не понадобится. Потом спрячутся. Так, белую пряжу мы заводим в иголочку и на лицевую сторону. Вот таким образом вывели и делаем 2 блика. Ну, я сделаю 2, можно 3 сделать. Я сделаю 2, один сделаю побольше. Основной, так сказать, блик. Делайте побольше стежков, 4-5, чтобы он был красивый, глазик наш. Можно подтянуть. И второй блик делаем внизу где-нибудь и поменьше. Буквально такой вот маленький стежочек. И пару раз будет, я думаю, достаточно. Но опять же на ваше усмотрение. Как будет велеть душа. Значит, такой глазик должен быть. Так. Вот такой вот красавец у нас. И здесь просто делаем узелок. И глазик наш готов. Но дополнительно мы можем его еще украсить ресничками. Я покупаю на AliExpress очень красивые ресницы. Они на клеевой основе. Сейчас я покажу. Вот такие вот шикарные вообще ресницы. И мы их клеим к нашему глазику. Конечно, этого недостаточно. И дополнительно нужно будет прошить глазик на игрушке. Вот. Но это особый такой шарм придает глазику и законченность. Так вот просто пока прижимаем, не приклеются. Их, конечно, будет легко оторвать. При стирке, конечно, их однозначно надо будет еще прошить. Вот, смотрите. Такая вот прелесть. Шикарный глазик. И теперь вяжем второй. Второй вяжу точно так же. Ничего не меняю. Но мы же вязали, если так же, то он идет такой же, как тот. А нам надо, чтобы он был в зеркальном отображении. То есть мы вязали вот так, а нам надо вот так. Соответственно, все вот эти ниточки мы просто переведем на ту сторону. И глазик наш будет в эту сторону. Также черную ниточку привязываем, точно так же обвязываем. Только просто все ниточки переведу на другую сторону. Кончики.
Ну и блики нужно будет тогда тоже в зеркальном отображении сделать. Обвязываем точно так же. Так, и оставляем такое же расстояние. Смотрим, сколько было на том глазике. И делаем точно так же на этом глазике, чтобы они не отличались друг от друга. Ну и обрезаем наши ниточки. Так. И тоже прячем. Так. Неправильно я делаю. Прячем мы на ту сторону. Все у нас на ту сторону. Вот сюда. Для этого можно взять крючочек поменьше и там завести. Как вот эти вот сейчас заведем на ту сторону. Подхватываем и вытаскиваем вот таким образом. Все отрезки убираем. Так. Обрезаем ненужное. Белую также подлинней. Нам надо сделать блики. Эти ниточки потом можно будет связать. Так, вышиваем блики на этой стороне. Все, здесь все подзапрятала немножко. Смотрите, нам надо сделать в зеркальном отображении. Если не дает мне покоя, уберу черную ниточку, закреплю ее крючочком поменьше. Вот так вот. Выводим точно так же белую нить на лицевую сторону. И смотрим. То есть блик у нас должен быть в эту теперь сторону. Там было, получается, влево, теперь вправо. Вот так вот. И точно так же делаем 4-5 стежков. В эту сторону. Так. Можно сильно не затягивать. Вот, смотрите. И надо снизу тоже. Вот тут надо быть внимательным, чтобы вот попасть как бы так же, чтобы глазки были одинаковые. Вот здесь вот. Да. Точно так же пару стежков. И глазик наш готов. Все быстро и просто получается. Вот. И добавим тоже ресничку. Будет у меня какая-нибудь красивая игрушечка. Обязательно применю эти глазки к какому-нибудь зверьку. Вот. Итак, глазки вот нужно будет прошить.
Вот вы как бы их так вот подтягиваете, распределяете хорошо и пришиваем их к игрушке. Я все пришиваю зубной нитью. У меня есть только домокун. Покажу на домокуне. Прячем все, ниточки лишние, все внутрь глазика, оно все закроется. И берем зубную нить. Она мне нравится, она очень тоненькая, аккуратненькая. И я делаю, тут правда плохо видно, но вот в полупетельку посередине цепочки из вот наших последних столбиков без накида черным цветом. Каждую вот полуцепочечку заводим и выводим. Вот таким образом прошиваем. Немножко далековато взяла, но я думаю, суть вам будет понятна. В следующую полуцепочечку заводим и выводим в другую. Обязательно смотрите, чтобы мы глазки, вот эти реснички, как бы заходили за них, за край, чтобы он обязательно пришивался. И вот таким образом прошиваете до конца, затягиваете. Зубная нить очень хорошо затягивается. Можно, конечно, простой. И реснички наши фиксируются намертво. Они уже никуда не денутся. И получится красота.